Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Так, город. Васька, Васечка, это не игровой автомат. Как ты на нем вообще умудрилась проиграть? Ты мне лучше ответь, ты что больше любишь? Такос или хот-доги? Такос. О, отлично, тогда все сходится. Ты летишь в Мексику, а я спокойненько лечу в США. Потому что наше следующее чудо света расположилось на территории сразу 2 стран. Пустыня Чиуауа. Так подожди, это получается, Антон, нам надо кинуть монетку, чтобы понять, кто полетит сейчас в Америку, а кто останется в Мексике. Вот за это тебя и любит зритель Васька. За логистическую гениальность. Very smart girl. Орел, ой, за английский. Орел? Решка. Давай, открывай. Татоха, вот ты ешь ты свои такос, а я бизнес-класс, пожалуйста, несите мне хот-дог. Полиция, нелегалка. Полиция. Пустыня Чиуауа – одна из самых больших в мире. Она разлеглась на территории сразу 2 стран. Поэтому жизнь в ней полна контрастов, неожиданностей и особенностей. И мы были бы не орел и решка, если бы показали это чудо лишь с одной стороны. Поэтому мы с безлимитной картой отправляемся в Америку. А нас со $100 ждет Мексика. Привет, Чиуауа! Мой самолет приземлился на мексиканской части пустыни Чиуауа, около города Сьюдад-Хуарес. Здравствуй, Сьюдад-Хуарес. И у меня для вас сразу 2 новости. Первая – хорошая. Курс в аэропорту вполне приличный, поэтому Меняю все. Вторая новость похуже. Знаете, чем славится Хуарес? Архитектурой? Природой? Не, тут есть маленькая подсказочка. Вот. То ли знак не стрелять, то ли не бойся, Антонио, не застрелят сегодня, наверное. Но это не точно. Радушный приемчик с самого начала. А все потому, что Хуарес на протяжении многих лет в топе самых опасных городов мира. В общем, уикенд обещает быть как минимум ярким и экстремальным. Делаем ставки, господа. Делаем ставки. А мой самолет тем временем сел на американской части пустыни Чиуауа, у города Эль-Пасо. Так, где моя тачка? Я уже готова к приключениям. Вот он, мой техасский принц. По имени Рэм 1500. Это чисто американский пикап. Вообще создан для грузоперевозок, но из-за своей мощности, крупности и проходимости стал любимчиком у путешественников по бездорожью. Прожорливый, неэкономный. А главное, он просто создан, чтобы покорять песчаное чудо света. У бюджетных туристов в аэропорту Сьюдад-Хуарес с транспортом не все так радужно. Хотите добраться из аэропорта в город дорого, но безопасно? Пожалуйста, такси стоит прямо у входа. Цена $20.
Дорого, но безопасно. Рассмотрим другие варианты. Можно выйти из аэропорта на трассу и заказать такси через приложение. Тогда будет в 2 раза дешевле. А можно пройти еще 150 метров и доехать до города на автобусе всего за $50. Оп. Общественный транспорт Сьюдад-Хуарес – это старые американские школьные автобусы, которые когда-то списали в США и за копейки продали мексиканскому соседу. Если они новые и так ездят в Штатах, то какое же там образование? Пока доедешь на этом автобусе, все знания из головы вытрясутся. Кстати, автобусы в Сьюдад-Хуарес тоже внесли свою лепту в негативную репутацию города. Около 20 лет назад в Сьюдад-Хуаресе было убито около 400 женщин. И следствие доказало, что перед исчезновением все они садились в автобус. Тела большинства женщин были найдены просто посреди пустыни. Все они работали на америко-мексиканских предприятиях вдоль границы. По одной из версий, расправа над женщинами была местью безработных мужчин. Власти задержали несколько водителей автобусов, но вину признал только один. Я хоть не женщина, но симпатичный. Переживаю. Я тем временем добралась до города. Когда-то Эль-Пасо и Сьюдад-Хуарес были одним большим городом. Но почти 170 лет назад произошла дележка территорий, и одна часть города отошла Америке, а вторая — Мексике. Эль-Пасо стал типичным американским городом с широкими проспектами, большим количеством светофоров и высотками, где размещаются офисы нефтяных и оборонных компаний. На улицах практически нет людей. Вот, все передвигаются исключительно на машинах. И вообще, знаете, такая атмосфера умиротворения, спокойствия. Очень душевный городок. Я до сих пор не знаю, что точно меня ждет в этот уикенд, но я знаю, что могу рассчитывать на консьерж-сервис своей премиальной картой MasterCard. Просто звонишь в любое время суток из любой части мира и знаешь, что сервис поможет организовать любую услугу. Удобно, все как я люблю. Алло, здравствуйте, это Василиса Хвостова. Вы знали? Класс! Не советую. Я уже тоже добрался до города, но не могу ничего сказать про его умиротворение и спокойствие. Сьюдад-Хуарес стрёмный. Сьюдад-Хуарес как брат Эль-Пасо, но который пошел по наклонной. Его называют мировой столицей убийств, пристанищем банд и наркокартелей. Говорят, ежедневно здесь в потасовках погибает по 15 человек. И еще, говорят, именно через этот город в США попадает больше всего наркотиков. Но так было раньше. За последние несколько лет тут укрепили американо-мексиканскую границу и нагнали полицию. И в городе вроде как стало поспокойнее. Компашка тут, конечно, та еще. Бездомные, блаженные. Вон, оператор тот еще маргинал. Сегодня в Сьюдад-Хуаресе оседают те, у кого не вышло перебраться в Америку. Кто был депортирован или кто просто ищет лучшей жизни у границы. Ведь здесь всегда есть работа. Одна из центральных улиц ведет прямиком в США. Ежедневно мексиканцы ездят этой дорогой в Эль-Пасо на работу и учебу. А американцы приезжают в Сьюдад-Хуарес за дешевыми услугами. То, что дороже там, тут в несколько раз дешевле. Бары, рестораны, кафешки, парикмахерские, аптеки и все виды развлечений.
Местные не выпускают богатых американских клиентов до самого конца. Вот эта пробка ведет к границе с США, но они успевают что-то продать, толкнуть. А вот, собственно, и сама граница. По ту сторону моста уже богатый Эль-Пасо. Там все богатеи, счастливчики и почему-то Василиса. Но мне туда не попасть. Но можно приблизиться на расстоянии вытянутого моста. Мост Пасо-дель-Норте – самый загруженный пункт пересечения американо-мексиканской границы. Каждый день им пользуются около 20 тысяч пешеходов, больше 35 тысяч автомобилей. Поэтому с каждого, кто заходит или заезжает на этот мост, дерут плату. На все. Оп. Даже с тех, кто не переходит границу. Ну вот, середина моста, и через пару метров США. Никогда еще не был так близко к Америке. Руку протяни. Ну вот теперь точно. Граница. Нелегал? Я ненадолго решила задержаться в Эль-Пасо и показать вам еще одно интересное место. Я решила прогуляться по этому парку, потому что он особенный. Парк Чемисаль – один из немногих в мире, который расположен сразу на территории двух стран – Америки и Мексики. Казалось бы, обычный парк. Деревья, лужайки, дети играют, скамеечки, следы жизнедеятельности собак. Но есть здесь одна забавная история. В 19 веке Мексика и США решили, что граница между их странами будет проходить по реке Рио-Гранде. Но не учли одно важное обстоятельство. Каждое лето Рио-Гранде разливалось настолько, что постепенно меняло русло. Соответственно, менялась и граница. Так, за 100 лет Мексика потеряла больше 2 квадратных километров. И этот клочок земли не давал никому покоя. Споры не заканчивались. 100 лет обе страны балансировали в этом вопросе, спорили, делили территорию, но потом взяли себя в руки и мирно пришли к консенсусу. Они взяли этот спорный клочок земли, поделили его поровну и договорились организовать на этой территории парк. И теперь этот парк объединяет Мексику с Америкой и напоминает всем людям, что мирно можно договориться. С рекой, кстати, тоже разобрались. Чтобы река не меняла русло, ее закатали в бетон. К тому же за последние десятилетия река сильно обмелела и оказалась на грани исчезновения. Если раньше здесь ходили суда, водилась рыба и тонули нелегалы, переплывая ее, то сегодня она скорее напоминает лужу. Ну, не такая ваша Рио и Гранде. Нет, по щиколотку. Не переплывать не очень-то и хотелось. На окраине Сьюдад-Хуареса к знаменитой границе можно подойти впритык. Граница Мексики и Америки – одна из самых пересекаемых и нашумевших в мире. На поиски лучшей жизни в США стремятся люди со всей Латинской Америки. У многих из них нет ни документов, ни денег, ни, понятное дело, визы. Поэтому границу они пытаются пройти незаконно. Порядка 1 миллиона людей в год пытаются просто сигануть через забор. Но удается это далеко не всем. Это район Анапра. Своего рода трущобы Сьюдад-Хуареса. Простенькие домики, отсутствие асфальта, канализации. И даже мусор отсюда не вывозят. Здесь живут те, кому по каким-то причинам не удалось перебраться в США. Здесь у них бесплатная земля, работа на американских предприятиях, построенных на стороне Мексики, и порой даже бесплатная еда.
Представляете, вот по ту сторону границы, со стороны США, приехал только что на пикапе какой-то очень приятный дедушка, и ребятам раздает печенье, картошку, дыню пытается просунуть через забор, но она не проходит. А что-нибудь мне, я новенький. Я решил узнать, в честь чего здесь такой аукцион щедрости. А почему вы решили делиться с местными едой? У меня остается много еды. Мы с женой все не съедаем. Почему бы не принести сюда? А почему именно в это место? А я живу тут рядышком. А, вы рядышком. Да, я местный. И как часто вы это делаете? Раз в неделю, раз в месяц? Да нет, на этой неделе вот уже 3-й раз. Фантастика. Вы делаете для людей то, чего не делают страны. Можно я пожму вашу руку? Будь здоров. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот вы американский супергерой. Слушайте, вот этот человек в очередной раз доказывает, что несмотря ни на какие границы и никакие заборы не помешают нам быть людьми. И что настоящие супергерои не носят плащи. Заправилась. Могу ехать дальше? Пока Антоха шляется по трущобам, я помчала навстречу чуду. Только выехала из города, и меня сразу же окружила пустыня Чиуауа. И что хочу сказать, она совершенно другая, не как ее представляла. Здесь нет песков, барханов, дюн. Пустыня Чиуауа – одна из самых больших пустынь нашей планеты, площадью как пол Украины. А пустыней ее называют не за изобилие песка, а за жаркий климат и суровый рельеф. Безжизненные равнины, горы и каньоны. Но главная особенность пустыни Чиуауа – ее кинематографичность. Когда едешь по ней, ощущаешь себя героем какого-то вестерн-фильма. Мой роуд-трип официально объявляю открытым! И я отправляюсь в интереснейшие места, которые разбросаны по всей пустыне. Как и во многих колониальных городах, в Хуаресе есть и собор, и центральная площадь, но все это выглядит так, как будто бы деньги на реконструкцию украдены. Ха! 2,4 миллиона долларов. Плюс 1,2 миллиона долларов на реконструкцию в прошлом году. Копейка к копейке. Мексиканидат или Икс-метис – огромная красная буква высотой целых 64 метра. Главная достопримечательность Сьюдад Хуарес. Я все понимаю. 64 метра в высоту. Смотровая площадка, с которой можно наблюдать за всякими Васями в Штатах. Но зачем? Кто-нибудь объяснит? Зачем? Мексика – большая страна, и люди, которые здесь живут, великие. Вот как этот монумент. Мы очень гордимся этим монументом. Америка постоянно пытается быть выше Мексики. Вот мы и поставили такую махину на границе. Уверен, соседи завидуют и не переплюнут нас. Американцы, мы вас сделали. Вот так бы сразу и сказали. Это символ национальной гордости. Ха вам, американцы! На американской стороне пустыни Чиуауа тоже есть монументальные достопримечательности. И чтобы их показать, я приехала в городок Марфа. 50 лет назад здесь поселился один художник. Он купил заброшенную военную базу и начал заполнять ее своими работами. Следом за художником сюда потянулись другие творческие личности. И в итоге Марфа и ее окрестности стали музеем современного искусства под открытым небом. Вот, например, первая достопримечательность Марфы. 500
15 бетонных блоков посреди техасских просторов. По словам автора, так он увековечил искусство в пространстве. Ну, конечно, арт-объект странноватенький. Я по таким арт-объектам в Воронеже все детство прыгала. Вторая достопримечательность Марфы – гигантский мурал. Художники решили напомнить, что в пустыне Чиуауа был снят один из самых знаковых американских вестернов «Гигант». Поэтому они создали огромные рисунки на фанере с изображением кинозвезд этого фильма. Слушайте, ну, конечно, обстановка максимально сюрреалистичная. Вот эти гигантские декорации из картона, техасская музыка посреди пустыни. Ну, правда, сон наяву. И еще одна арт-инсталляция около Марфы – магазин женских туфелек одного очень модного бренда. Ребята, вот это нежданчик! Вот так выглядит настоящий девичий мираж среди пустыни. Магазинчик Прада. Эта инсталляция самая скандальная. Ее авторов обвинили в рекламе. Сам арт-объект пытались ограбить, обклеивали политическими листовками и рисовали на стенах граффити. Но, несмотря на это, инсталляция стоит и до сих пор манит звезд и ценителей современного искусства. Кто только сюда не приезжал фоткаться, даже Бейонсе. Ну а я что, хуже Бейонсе? Так что давай сфоткай меня, Олег. I'm so glad, I'm so glad. А! Хуарес – родина буррито. И стыд мне, позор, отписка и общественное порицание, если я его тут не попробую. Продают буррито здесь практически на каждом углу. Думаете, я нищеброд, выбравший первый попавший фургончик в забегаловку? Нет. Это фургон суперзвезда. Он снимался в мексиканских кулинарных шоу. Где рассказывали о том, что именно в Хуаресе 100 лет назад начали готовить пшеничные коржики с мясной и овощной начинкой. И в этом фургоне готовят самые традиционные и самые вкусные буррито. А можно автограф? Можно буррито? Дечибрада ин чили роджа. Я в испанском как рыба в воде. Muchas gracias. Тяжелый. Грамм 410. Буррито в переводе с испанского «ослик». И это не из-за того, что внутри начинка в виде осла, а из-за того, что раньше продавцы развозили буррито на ослах. И когда люди видели их, когда они оказывались в поле их зрения, они кричали «буррито! Буррито!», тем самым привлекая внимание. Все просто. Давайте пробовать. Во, дошло все. Вот сейчас только внутрь я проглотил дракона, и он начал внутри меня расцветать. Какой он острый. Сейчас я понимаю, почему это самый опасный город. Конечно, тебя тут даже буррито пытается убить. О-о-о. Виной всему специфическая начинка. Там картошка, мясо и перец, много перца. Мне надо это чем-то запить, иначе я сожгу к чертям ваш фургон. Дискульпо, чили, выжженный рот. Есть запить. Чуть быстрее реагируйте, пожалуйста. Вот там. Точно хотят убить, конкурентам отправили. Амиго, горю на работе. Ура.
Аква. А что это? Что это? Арчата. Какая-то арчата. Извините. Сейчас я... Ну твою же мать. Я начал чувствовать вкусы. Боже мой. Это нектар богов. Это холодный молочный коктейль со вкусом корицы. Что это? Это молоко из чуфы, земляного миндаля. А еще тут есть корица и сахар. Удивительно, что ни капли молока тут нет, ну а по вкусу 100% молоко. Сейчас коровы запереживали. Мексиканцы арчату обожают и пьют ее повсеместно. Она здорово утоляет жажду и охлаждает в жаркие дни. Я понимаю этот хитрый коммерческий ход. Ставишь на одной стороне фургончик с острым буррито, а на другой стороне магазинчик с арчатой. И в любом случае оттуда прибегут сюда. Бизнес по-мексикански. Конечно, он сейчас, когда я его распробовал, он прям, если честно, приторно-сладкий. Хочется это даже чем-то, не знаю, заесть. Пойду буррито возьму. Уже который час еду по пустыне и понимаю, она огромная. И чтобы ее хорошенько рассмотреть, нужно идти на радикальные меры. Окрыляться! Вот оно, чудо света, пустыня. Только с высоты птичьего полета ты можешь оценить весь масштаб, весь размах нашего чуда света. Пустыню Чиуауа называют одной из самых разнообразных в мире. Например, сейчас мы прилетаем над Данским каньоном. Рядом, вот, видимо, в дождливый сезон разливается речка. Вот там вот я вижу на горизонте зелень, это зеленые, как будто бы, знаете, похоже на футбольные поля. А вот, кстати, одна из главных природных красот пустыни Чиуауа – небесные острова или же островные хребты. Отдельно стоящие горные массивы, они прям так контрастируют с пустыней. Интересно, что на этих островках совершенно другой климат. И оттого другая растительность и живность. Если честно, мне этот весь ландшафт напоминает, знаете, как в фильмах парка юрского периода. Все такое вымершее, никого нет. Вот тут, знаете, птеродактили должны начали летать. Василиса, ты нас слышишь? А я им, слышу. День почти прожит, а до пустыни я так и не добрался. Нужно искать жилье и заодно узнаю, есть ли тут какие-то туры в пустыне. Хорошо, что Хуарес город пограничный, и здесь много отелей, как дешевых, так и очень дешевых. Но я на безопасности экономить не готов. Поэтому для ночевки в самом криминальном городе я остановлюсь в отеле. И даже заплачу за самый скромный номер треть своего бюджета – $30. Так. И за что с меня взяли $30? 2 кровати, телевизор и личная ванная. Видимо, большая часть денег ушла на безопасность, потому что дверь металлическая и окна с решетками. Безопасно. И можно писать песни про свободу и волю.
Конечно, оставшийся уикенд в номере я сидеть не планирую. Ничего нет? Понял, спасибо. Ну, решил я узнать на ресепшене, есть ли какие-то туры в пустыне Чиуауа на наше чудо света, но мне намекнули, что я странненький. Я и без него это знал. Но я путешественник с опытом. У меня есть еще один вариант. Интернет мне в помощь. Так. Нашел в интернете тур. Ну, по фоткам прям красиво. Единственная цена $43, почти половина моего бюджета, но чудо света. Выезд завтра утром. Отлично. Богачи, приехавшие посмотреть на пустыню Чиуауа, не останавливаются в обычных отелях. Жить я буду посреди чуда света в элитной юрте. Да, прямо посреди пустыни, вдали от цивилизации, здесь выстроили 4 юрты. Так называют конусообразное жилище у кочевников. Но только эти юрты со всеми первоклассными удобствами, поэтому остановиться тут стоит $1200. Ух ты! В, казалось бы, небольшой юрте уместились и спальня, и ванная, и зона кухни. А если станет жарко, есть кондиционер. Холодно — камин. Скучно — телескоп. И кровать такая большая! Слушайте, да тут уместится 5 таких меня поперек. О, так, я же говорила. 1, 2, 3, 4. О, ну, 3,5 точно. Больно было, ребят. Ну, конечно, самое крутое в моем номере – это… Вот это вся красота! Вы только посмотрите! Пока еще не окончательно стемнело, я решил посмотреть на Хуарес, Эль-Пасо и их окрестности свысока. Красиво. А знаете, с высоты не скажешь, что это 2 разных города и тем более 2 разных страны. Ну вот единственное, вот эта пунктирная линия выдает, что границы у нас не только в головах. Говорят, если посмотреть отсюда на Хуарес вечером, то можно увидеть бегающие огоньки, вспышки от перестрелок и свет от мигалок полицейских машин. Не знаю, правда это или так страшилка для отпугивания туристов, но уже темнеет, я лучше пойду в отель. Ведь Хуарес – это игра в мафию, а я в ней мирный житель. Говорят, небо над пустыней Чиуауа самое чистое. Ни тебе огней большого города, ни его фонарей. Это лучшее место для наблюдения за звездами. Я первый раз сейчас в жизни буду смотреть в настоящий телескоп. Так, ну-ка проверим, что он мне там расскажет. Так, сейчас пока что темнота, ничего не видно. Слушайте, ну, конечно, какие бы крутые штуки не придумывало человечество, все эти телескопы, телефоны, телевизоры, ничто никогда не заменит вот этого, знаете, живого, когда ты видишь своими глазами всю вот эту красоту. Ой, а тут еще столько звезд. Я могу так много придумать желаний.
Так, вам спокойной ночи, а я буду придумывать желание. Большую грудь, сочную попу, очень умные мозги. Доброе утро, чудо. Знаете, что такое по-настоящему доброе утро? Это когда на улице светит солнце, ты выжил после первого дня в Хуаресе, а за тобой приехала машина, чтобы довести тебя к чуду света. Ола! Ола! Ну что, мой тур в пустыне Чиуауа начался? Оп, до 3-й дюны, пожалуйста. Ать. Антоха, ну наконец-то и ты увидишь пустыню. А я умчу навстречу с важным человеком, мэром города Лохитас. Только сперва надо купить гостиниц. К мэру города Лохитас может прийти каждый на прием. Главное, иметь с собой угощение. Кстати, предпочитает он в качестве угощения пивко. А вот, собственно, и наш мэр города, местная знаменитость Клей Хенри. А теперь, внимание! Удивительным образом мэр этого города – козел. Но не как наш мэр города, а настоящий козел, прикиньте. Вот он, самый жирный. Эй, Генри, я принесла тебе пиво. Мне говорили, что ты любишь пиво. Генри, иди сюда, поболтаем. Как, в общем, здесь обстояло дело? Однажды в местном баре один приезжий заявил, что станет мэром. В ответ он услышал, что если всякие неместные козлы могут претендовать на позицию мэра, то и местный козел тоже сможет, ведь он тоже пиво пьет. В итоге на ближайших выборах этот козел и победил. С тех пор в Лохитас всегда в мэры выбирает только козлов. Главная обязанность местного мэра – это развлекать туристов, попивая свой любимый напиток. Слушайте, обалдеть! Он так, кстати, так схватился за это пиво, прям реально алкаш местный, а? Знаете, я, конечно, спаивала много народу, но вот чтобы я козла спаивала, это впервые. «50 километров, 40 минут в пути и Чиуауа! Я в пустыне!» Вот как выглядит пустыня Чиуауа на мексиканской своей части. Эти песочные просторы, пожалуй, одна из красивейших частей пустыни Чиуауа. Ее название – дюны Самалаюка. Это 2000 квадратных километров чистого кварца. Представьте, это будто 2 Киева в песке. А приносил его сюда ветер по крупицам на протяжении 1000 лет. Далее песок оседал во впадинах, хаотично перемещался и формировал собой бугры высотой в 50 метров. А еще именно через эти дюны проходил первый путь из Мексики в Америку. Но песчаный перевал был опасен, поэтому со временем люди построили объездные дороги. А сюда сейчас приезжают только, чтобы полюбоваться чудом природы. Это все-таки удивительно. Вот там, в 40 минутах, мир, утонувший в заботах, шуме, гамме, своих странных законах. А тут уже абсолютно другой. Мир без времени, бесконечности и настоящей сказки. Поразительно.
вот едешь себе по пустыне, и вдруг встречаешь на своем пути город-призрак. Когда-то в этих краях нашли залежи красного сульфида. Так и появился шахтерский городок с названием Терлингуа. Вот в таких вот кабинках шахтеры спускались вниз в шахты, добывали красный сульфид, благодаря которому можно было изготовить ртуть. Но в один ужасный день шахты обанкротились, и город стал призраком. Сегодня большинство домов превратились в развалины. Единственное, что хорошо сохранилось, это кладбище. Причем могилы здесь выглядят очень необычно. На них родственники и друзья приносили то, что любил умерший. Вот этот, видимо, очень любил пиво. Повеселиться человек любил. А вот, например, написано «Taken too soon». Здесь похоронен подросток. Видите, здесь принесли, видимо, родные игрушки, динозавриков. Сразу видно, человек был летчиком. Вот, например, его крест в форме самолета. Но американцы не были бы американцами, если бы не сделали из города-призрака туристическое место. По одной из легенд, несколько семей таки вернулись в город и продолжили здесь жить. И даже организовали бизнес. Да уж. Город называется городом призраков. Но это не значит, что он город призраков. Просто это такая, знаете, завлекалово для туристов. Посмотрите, сколько их здесь. Пруд-пруди. Здесь и сувенирный магазин, и барчик. Короче, от призраков ни одного призрака не найдено. А пока Вася призраков ищет, я узнал, что в мой тур пустыню включены еще и развлечения. А именно, покатушки на квадроцикле. Раньше в пустыне Чивауа проходили увлекательные соревнования по мотокроссу. Соревнования уехали, а развлечения остались. Мотогонщик Антоха Костыль! Я понял. Вот это лучший способ почувствовать пустыню. Мало того, пропитаться пустыней. Я сейчас где-то на 90% состою из песка. И на 10 из понтов. Итак, друзья, в этот раз я бутылочку прячу в особенном месте. Клад от орла и решки ищите на американской части пустыни Чивауа, в городе-призраке Терлингуа. От здания театра двигайтесь по тропинке к дому с буквами «Пер». Под его окном в дыре стены и спрятана бутылка со 100 баксами. И надеюсь, что призрак предыдущих жильцов не найдет бутылочку раньше, чем вы, дорогие друзья. Под вечер я вернулась в Эль-Пасо и решила потратить еще немножко денег. Короче, рассказываю. На Эль-Пасо есть гора, на ней есть звезда. И здесь есть одна услуга для богачей. За 50 баксов ты можешь зажечь эту самую звезду в свою честь. Вот поэтому я сюда и приехала, чтобы посмотреть на эту звезду, которую зажгут в мою честь. А чё она уже горит-то? Я не поняла. Это что, получается, она тут постоянно типа горит? А за что я тогда бабки заплатила? Блин, ну чё так, как обычно, а?
Ну ладно, я знаю, что мы можем сделать. Мы можем ее подарить Антону. Так, кстати, как он там сейчас, а? Мой маленький зайчик. Давайте ему позвоним. Мы ехали посмотреть на пустыню Чиуауа с двух сторон. Очень душевный городок. Компашка тут, конечно, та еще. И не прогадали. Это чудо оказалось самым контрастным из всех возможных. Мне этот весь ландшафт напоминает, знаете, как в фильмах парка юрского периода. Но главное, мы поняли, что никакая дележка территории и границ Не отнимут у пустыни ее природную, завораживающую красоту. Я сейчас где-то на 90% состою из песка. Ребята, вот это нежданчик! Тебя тут даже буррито пытается убить. Вот чтобы я козла спаивала, это впервые. Ха вам, американцы. Ух ты! Чиуауа! Класс! А тут уже абсолютно другой. Мир без времени, бесконечности и настоящей сказки. Поразительно. Hello, американцы! Hello, пупсик, ты живой? Да хватит, что вы меня все пугали, самый страшный город. Ну да, страшно, но весело. Тут страшно весело. Как ты? How do you do? Котик, я посмотрела на пустыню со всех сторон. И на самолете летала. И среди звезд ночевала. Слушай, но это не главное. У меня для тебя есть сюрприз. Посмотри, что там. Видишь ее? Вижу. Это мой подарок тебе. Вась, ты, конечно, удивительный человек. Вот вроде бы звезд с неба не хватаешь, но при этом умудряешься их дарить. Спасибо. Котик, так пусть эта звезда будет путеводная для тебя. Пусть она светит до нашего следующего чуда света. Спасибо, Василек. Встретимся в каньоне Дель Чикамоча. До встречи. Пока. Давай. Все. О, как раз перерыв успею к Дудю сходить. Так, ну все, дорогие зрители, увидимся на следующем чуде света. Люблю, целую и уважаю. В честь 10-летнего юбилея «Орел и Решка» едем в солнечный Канкун. С 9 по 16 мая приглашаем всех желающих отправиться с нами. Вас ждет неделя отдыха в отеле премиум-класса Club Med. Вечеринка в легендарном клубе с Леной Синельниковой. Йога и индейские ритуалы с Машей Иваковой. И я в своей стихии! Снорклинг в подводном музее с Алиной Островской. Антон Лаврентьев. И концерт Антона Лаврентьева на пляже. Вечериночка еще та намечается. Празднуй 10 лет «Орла и Решки» вместе с нами. Все подробности в описании.